Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре духовой контроллер Carry On Digital Wind Instrument. Поехали! Эта компания занимается разработкой различных портативных музыкальных инструментов, среди которых различные тревел-гитары, MIDI-контроллеры, также у них есть раскладывающиеся клавиатуры, как для фортепиано, и, соответственно, духовые инструменты они не обошли стороной, и у них появилось такое создание, как духовой контроллер. Инструмент визуально напоминает блокфлейту, достаточно компактный и легкий, очень схож со своим аналогом рекордер, но основное отличие у этих инструментов в том, что Carry On не звучит самостоятельно акустически. То есть здесь это именно как духовой контроллер. Здесь есть кнопка включения, благодаря которой активируется звук на этом инструменте. Здесь простое управление. На обратной стороне инструмента есть все основные клавиши для работы, для изменения функций выбора тембров, функций транспозиции, смены октавы. То есть все здесь на задней панели. И еще удобно, что здесь есть экран, благодаря которому мы видим, какая функция и какой номер, например, тембра на данный момент используется. Для того, чтобы включить, у нас на задней панели есть отдельная кнопка включения, активируется наш экран, и здесь с помощью клавиши влево и вправо мы можем переключаться между тембрами. Здесь 10 основных тембров. Здесь в их коллекции представлены только духовые инструменты, но также инструментальный арсенал можно расширять, но об этом чуть позже. Здесь у нас присутствует кнопка, которая отвечает за чувствительность касания. Как это проявляется в таких инструментах? Если мы будем играть без чувствительности, то инструмент будет звучать несколько топорно. То есть не будет влиять сила выдоха. Будет такой ровный, без чувствительности звук на инструменте. Если мы ставим чувствительность тяжелую, в таком случае наш звук будет напрямую зависеть от силы подачи воздуха. Здесь три основные степени чувствительности: легкая, средняя и наиболее тяжелая. Еще функция транспозиции. Здесь можно поменять строй инструмента на любую тональность, которую вам захочется. Инструмент хроматический, поэтому помимо того, что вы можете поменять любой строй, аппликатура рассчитана, опять же, на хроматику, то есть полный звукоряд здесь присутствует. Есть два варианта аппликатуры. Также переключается клавишей F. Для чего это нужно? У рекордера и у обычной блокфлейты разные аппликатуры. И под рекордер есть собственная разработанная аппликатура для удобства игры. Но лично от себя хочу отметить, что, наверное, для ребенка или для взрослого, кто решит приобщиться к этому инструменту, лучше использовать классическую простую аппликатуру, потому что она полностью схожа с блокфлейтой, и поэтому может быть легче с точки зрения пальцев. Поэтому здесь на ваше усмотрение. Как вам удобно, в инструкции указано оба варианта аппликатуры, поэтому можно посмотреть, какой удобно именно для вас. Еще здесь присутствуют клавиши громкости от более тихого до максимально громкого, и, в принципе, динамики достаточно сильные. То есть, если вы играете в комнате, в каком-то небольшом помещении, инструмент будет звучать довольно громко. Но здесь, опять же, помимо классического варианта звучания через встроенный динамик, здесь есть разъем для наушников. То есть при подключении наушников только вы будете слышать, что звучит от этого инструмента, и заниматься в любое время суток, когда вам будет удобно. Перейдем непосредственно к демонстрации тембров, которые есть у этого инструмента, и начнем с классического тембра блокфлейты.
Хочу отметить, что мы инструмент подключили к внешней звуковой системе через разъем под наушники для того, чтобы лучше передать вам звучание и качество данного инструмента. Посмотрим еще тембр. Здесь есть варианты саксофона, сопрано, альт и тенор. Еще есть вариант классической флейты. Посмотрим тембр трубы. Помимо классических тембров духовых инструментов, здесь есть два тембра этнических инструментов. Это две разновидности китайских флейт. Одна флейта называется хулуси, и вторая сона. Это более экзотические национальные инструменты. Давайте посмотрим, как звучит сона. Хотела сказать немного про количество октав. Здесь их чуть больше 3. То есть это полноценный, может быть, диапазон для произведения. Продемонстрирую на тембре альт-саксофона, как меняются регистры, как меняются звуки. Здесь за октавы отвечает сенсорная панель задней части инструмента. Для того, чтобы использовать самую нижнюю клавиатуру, мы вообще не используем большой палец. Чтобы использовать среднюю октаву, все-таки зажимаем полностью, закрываем. И для того, чтобы использовать верхнюю октаву, мы закрываем этот сенсор наполовину. Опять же, ранее я говорила про качество чувствительности, что влияет на силу выдоха. Если мы полностью отключим чувствительность, она будет, но небольшая. Продемонстрирую. А если мы поставим чувствительность максимальную на 3, то мы сможем использовать нюанс самого тихого, практически из ниоткуда, до максимальной громкости инструмента. По мне, использование более тяжелой чувствительности нажатия, выдоха наибольше имитирует звучание как на живом инструменте. Это создает определенное ощущение разнообразности динамических эффектов. И поэтому, если вы будете играть какие-то более сложные произведения или вам захочется добавить немного драматизма и красок, то лучше всего ставить наибольшую высокую чувствительность. Тогда звук будет более живой, более интересный. Дополнительной полезной функцией этого инструмента является наличие Bluetooth. Для чего это нужно? Как я уже говорила ранее, здесь предустановлено 10 основных тембров, но, используя Bluetooth и подключение, мы можем использовать этот инструмент как MIDI-контроллер. Для того, чтобы активировать эту функцию, мы подключаем через MIDI Bluetooth к вашему устройству. Например, это может быть приложение GarageBand на вашем планшете, к примеру, но мы попробуем сделать иначе. Мы подключим этот инструмент к компьютеру. Вы также можете это сделать с помощью Bluetooth и использовать этот инструмент в любой записывающей программе. В нашем случае это Logic. И мы можем повесить на этот инструмент любой, какой вам захочется тембр, к примеру, какой-нибудь синтовый. Давайте попробуем.
теперь покажу, как этот инструмент будет звучать без подключения к внешней звуковой системе. Ну и пару слов про комплект. Что идет вместе с этим инструментом? Здесь есть такая коробочка, в ней у нас инструкция, про которую я говорила. Здесь будут выписаны как раз аппликатуры для данного инструмента, также подробное описание функций и возможностей. Дополнительно идет файл для того, чтобы использовать их собственную 3-летнюю гарантию и несколько дополнительных функций. Здесь в комплекте есть насадка на мундштук для того, чтобы он не пылился, чтобы сохранить его качество в первозданном виде. Отдельно такой свернутый в кружочек чехол, специально для того, чтобы в нем хранить инструмент. И кабель micro-USB для того, чтобы подключать инструмент к зарядному блоку. Этот инструмент работает не от батареек. Здесь встроенный аккумулятор с автономной работой до 3 часов при полной зарядке инструмента. Если инструмент разряжается, его также можно использовать через кабель, через зарядное устройство и играть уже с подключением неограниченное количество времени. Ну что, и традиционно, подводя итоги, что хочу сказать. Этот инструмент довольно интересная разработка. Действительно, в последнее время это стало довольно популярным в сфере музыкальных инструментов. Компании чаще создают духовые контроллеры. И, на мой взгляд, это сильно расширяет возможности перформанса и добавляет новые краски и элементы в музыкальной сфере. Ну а что думаете вы по поводу этого инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. Ну а с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Ну, что он работает как именно электронное устройство. Так. И сам, как... Вот надо... Нет, в смысле, он же выдает звук, когда ты в него дуешься? Нет, просто без он, включения вот нет. рекордер мог свести, типа, как аналоговый инструмент, Да. а это только цифровой может Так работать. скажи своими словами, да. Сейчас у нас это вот все, только электронное.